When I was a kid and I grew up in a small church in a very small town, 300 people. Когда я был маленьким, я рос в очень маленькой церкви, и в этой церкви было приблизительно 300 людей. We attended there, and then from there we moved to Las Vegas. И мы ходили в эту церковь, а после этого мы переехали в большой город Лас-Вегас. Which is a very big town, 2 million people. Этот город действительно был очень большой. While I was there, I was still growing up. I was only 16. И когда мы переехали туда, я рос, и мне было всего тогда на тот момент 16 лет. With my family, we went to church. We went less and less till we weren't going at all. И с нашей семьей мы ходили в церковь, но мы ходили туда все реже и еще реже. When I turned 18, about 18, I decided that my life was mine. Sex, drugs, lots of that. И когда мне уже выполнилось 18 лет, я подумал, что моя жизнь, это моя жизнь. Поэтому в мою жизнь вошли такие вещи, как секс, наркотики и все остальные плохие вещи. Then I met this beautiful girl who ended up being my wife. Her name is Tara. И впоследствии я вскоре встретил девушку, которая стала моей женой. Ее зовут Тара. Tara. Ее зовут Тара. I'd asked her out several times, and she always turned me down. И я несколько раз делал ей предложение, но она отказывала. She knew what I was about. She knew what I was into, and her belief. She was a good Catholic and did not believe in my lifestyle. Она делала потому, что она видела, какой образ я живу. Она была такой строгой, приверженной католичкой, которая была против всех этих вещей, которые я делаю. Her values didn't really matter to me. I wanted a physical relationship with her. She was a conquest. И ее ценности, они были очень ценны для нее, а я всего лишь искал каких-то физических наслаждений с ней. One night we were outside of her apartment where she lived with her mom, and we were cuddled up, and she looked at me right in the eye and she says, "You know, I don't believe in sex before marriage." И однажды мы были в доме ее родителей, и вот мы лежали рядом, и она вот посмотрела мне в глаза, и она сказала: "Ты знаешь, я не верю в секс до брака." When she said that, she was scared that I was going to leave. И когда она это сказала, она сама испугалась своих слов, потому что она подумала, что я оставлю ее. It did quite the opposite. I was actually attracted to her, but not because of a conquest. I wanted something else. Но наоборот, это меня все больше притягивало к ней, не просто завоевать ее, но просто я хотел чего-то большего познать. That belief, that strength of character, that I can't even put it into words. Я даже не могу выразить все это словами, что я хотел приобрести с этой девушкой, ее уверование, ее понимание определенных вещей. So then after all those times that she had turned me down, obviously she finally said yes, that we would go out with me. И в конечном итоге она мне ответила положительно на мои предложения, и наши отношения развивались. And in that time, I stopped abusing my body. И после всего этого события я перестал издеваться над своим телом. I asked her to marry me, and she said yes. And the end of this month will be 24 years. И я попросил ее руки и сердца, она мне ответила да, и мы уже вместе 24 года. We lived in Vegas for a number of years and actually moved to Minnesota in 2000. И вот продолжительное время мы еще жили в Лас-Вегасе, но потом мы переехали в штат Миннесота, и где-то это было около 2000 года. In that time, I converted to be a Catholic so that we could take the sacraments together. И во время этого периода я тоже стал католиком, посвященным католиком, чтобы мы могли принимать таинства вместе. And in that time, we were very devout, and then we started going less and less till we weren't going at all. И опять же случилось так, что мы все стали реже и реже также посещать и эту церковь. И потом вообще перестали ее посещать. And then my wife would look at me and she'd say, we need to start going to church. And I would say, yes, we do. And then we wouldn't go.
И вот были такие моменты, когда жена смотрела на меня и говорила, что нам нужно ходить в церковь. Я говорил, да, нам нужно, но мы так и никуда не ходили. Then one night we were talking about going to my grandparents for Easter. И вот однажды мы вели разговор о том, что нужно поехать к дедушке, бабушке на Пасху. And my daughter, who was about 8 at the time, looks at us and says, "What's Easter?" И вот у нас уже была дочка, которой было 8 лет. Она посмотрела на нас и задала вопрос, что такое Пасха? My wife and I looked at each other and we hung our heads in shame. That was our fault. How could my child not know? И вот мы посмотрели друг на друга с женой, мы опустили свои головы и поняли, какой позор для нас, что она не знает, что такое Пасха. So we actually sat down and made a list of all the churches in town. Поэтому мы присели, и мы ввели список всех церков, которые мы знаем в этом округе. The Journey North was the second church on our list. И вот церковь Journey North, в которую наша команда приехала, она была второй церковью в нашем списке. And we went there and immediately fell in love with it. Мы пошли туда, и мы просто влюбились в эту церковь. My kids loved it. They loved the program. They loved the people. Мои дети нравится туда ходить, им нравится программа, нравятся люди. That was 11 years ago. Это было 11 лет тому назад. Something I've learned since coming to the Journey North from Pastor Mark. И вот когда мы начали посещать эту церковь, я что-то узнал больше, особенно от пастора Марка. There's a difference between believing in God and following God. И я обнаружил, что есть большая разница между тем, что верить в Бога и следовать за Богом. Even Satan believes in God, but he doesn't follow God. Даже дьявол, он верит в Бога, но он не следует за Ним. Now my kids are 22, 20, and 18. И теперь моим детям, у меня дети такого возраста 22, 20 и 18. And my wife and I decided to do foster care. И также мы решили с женой принять еще детей в нашу семью. So what foster care is? И вот этот приют для детей — это parents that can't take care of their children. The city will bring them to my house. И вот и если родители или наш город не может заботиться о таких детях, службы приводят их ко мне домой. The reasons can be physical abuse, mental abuse, neglect. И по разным причинам они могут приводить это, когда их как-то физически есть насилие, или какое-то ментальное насилие, или какое-то унижение. And it just ended up that 2 of them we adopted. И вот все это привело к тому, что мы двоих все-таки усыновили и удочерили. Selma is now 6. Сама ей 6, And Samuel will be 4. и Самуилу будет 4. And something that I've learned И то, что я научился за это время, is when they came to our house, they've had lots of problems because of the lack of parenting of love. когда они пришли к нам в дом, их поведение было нехорошим, потому что они имели вот это, было к ним мало внимания и отцовской любви. Even though we love them, Даже то, что мы любили их, because they are our children, потому что мы их считали за наших детей, not of my flesh, не по своей плоти, but of my heart. но своим сердцем. They still push back. They feel Они все равно как бы отталкивали себя от меня. Они чувствовали, like it's going to crash around them. что вокруг них жизнь может разрушиться. Жизнь их не рушится. Они это чувствуют. It breaks my heart. И это разбивало мое сердце. They will actually hit, bite, punch. The closer we get to them. И когда я хотел быть ближе к ним, они меня кусали, били и как бы сопротивлялись. What they're doing is they're trying to reject us before we can reject them. И они делали это по той причине, что они хотели как бы отградить себя от нас до того, как мы отградили бы себя от них. All we can do is continue to love them. Все, что мы могли делать, мы могли только продолжать любить их. And then hopefully they'll realize
that that's not going to change. И я надеюсь, что они поймут то, что мы будем продолжать их любить. And what I realize is that's just like what God has done to me. И я осознал то, что это подобно как мои отношения с Богом. When I was living for myself, Когда я жил для себя, I rejected Him. я отверг Его в своей жизни, It didn't matter. He still loves me. но независимо от этого, Он продолжал меня любить. God is good all the time. Бог добр всегда, Он благой.